Мы с вами живем в парадоксальное время. Как так называемая социофобия, неуверенность, стеснительность и всякие такие вещи живут непосредственно в человеке, и эта дурь в виде зажимов, стеснения, блоков, неуверенности уже проявляется в поведении. Вы на канале «Другой взгляд на человека». Меня зовут Александр Российский. Погнали. People get ready, there's a train a-coming. YouTube, конечно, крутая штука. То есть они как будто знают, вот куда меня драконить, на что меня ловить. Подкинули мне ролик, вот социофоб, когда боишься всего подряд. И знают же, что я по-любому собака заведусь, они меня раздраконили в любом случае. Я буквально 30 секунд вот нажал, 30 секунд, так у меня вспенилось, так у меня взорвалось все, что я думаю, нет, идемте смотреть с ребятами. Сейчас будет супер крутое видео, как для новичков, так и для ребят в теме. Я вам сейчас все наглядно покажу, вы просто охренеете. Поехали. В школе, если меня поднимали, как бы ответить там. Я если знал ответ, я просто не говорил там, пускай хоть и двойку ставят. Будем прям по кусочкам. Я буду все, что мне в голову приходит, говорить, буду говорить. И не в обиду Сергею, да и мне, или как его зовут, мне вообще все равно. Если это общественное видео, то это видео можно обсуждать. Хотите, обсуждайте мое видео, ради бога. То есть я это делаю во благо не для того, чтобы обидеть или не обидеть человека, а для того, чтобы на этом примере объяснить вам, что как работает. То есть что я могу сказать сразу? То есть видите, данный человек, он настолько до такой степени, то, что я называю зажимный, то есть он настолько скованный, зажатый и так далее, что он даже кажется немножечко так как бы отрешенным, нездоровым психически, как будто, знаете, на своей волне, как поплыл паренек. А на самом деле, то есть в его голове, знаете, как это происходит? Он абсолютно не больной, не сумасшедший, ничего. Просто дело в том, что он каждое свое слово, каждое свое решение внутри себя цензором. То есть он успевает это все подумать, сказать, параллельно оценивать, параллельно с этим сомневаться, на ходу прям. И это выглядит все вот как немножечко вот такой, как контуженный, понимаете, как немножко туда вот завтыкавший. И вот получается, я доверяю себе, и я говорю. А парень, получается, совершенно не доверяет себе, а он и не может, потому что внутри него закрытые, зажатые импульсы, и он, по сути, находится вот здесь, прям вот здесь живет, понимаете? То есть у него нету ничего, у него нету груди и чувств, у него не ходят ни эмоции, он находится целиком вот здесь, в голове, в оценочных суждениях о себе, во мнении, что люди подумают, в таком некотором оцепенении. Дело в том, что на данный момент это даже не его выбор или его, как бы, знаете, решение. Он не хочет так, а ничего не может сделать. А знаете, почему он ничего не может сделать? Потому что вот взгляните сюда. Вот это вот тело человека, если мы добавим вот эту вот пленку прозрачную, которая называется фасция, фасциальный кокон, то вот эта пленка, это есть отражение нашего подсознания, физическое отражение, как орган чувств нашего подсознания. То есть в этой пленке живут наши рефлексы и застрявшие импульсы. То есть те вещи травмические, которые ты пережил в детстве, которые тебя сильно испугали, забросили в истерику, которые тебя, вот знаешь, как типа собаку бить, хвост подожмет. Вот где находятся эти все вещи? Вы думаете, что в голове? Нет, не в голове, потому что вы даже не успеете подумать об этом, как оно перехватывает ваше поведение. Оно находится глубже, на уровне подсознания, а подсознание находится вот на этом уровне фасции. То есть это и есть наша та оболочка, то коннект с внешним миром, который позволяет нам, если я замахнусь тебя, то ты сделаешь вот так. Это сделает не головной мозг, он даже не успеет. Это сделает вот эта вот фасция и нервная система. То есть они вместе организуют все вот эти так называемые рефлексы, то есть все то, чем мы не управляем. А теперь смотрите, когда ты в силу того, что ты высокочувствительный человек, ты очень такой творческий, креативный человек, но ты попадаешь в детство, которое не соответствует тебе, в дурную как бы семью для тебя, то с тобой происходит то, что ты как бы как рыба, которая пресная, а тебя закидывают в соленую воду. Ты там медленно, потихонечку умираешь. То есть ты живешь постоянно в тревоге, в стрессе, зажатый. И со временем, за годы, вот эта вся пленка набирает в себя столько вот этих зажатых импульсов психотравм, что она вся просто обтягивается. И ты становишься не свободный, вольный, у которого человек, у которого легкие движения, легкие мысли и так далее. Нет, а ты становишься наоборот зажатый, твои движения
исследования тяжелые, а наша психика и физика – это одно и то же. То есть, условно говоря, если у тебя вот здесь затык, то у тебя, значит, этот затык вот тут вот находится где-то в теле. То есть в определенной точке находится определенная наша зажатая мысль, эмоция, наш ментальный блок. И вот теперь смотрите, когда вы уже имеете вот это вот общее видение, вы теперь можете дальше уже слышать меня и продолжаем. Идем дальше слушать, что нам паренек расскажет. Меня поднимали, как бы ответить там. Я если знал ответ, я просто не говорил там, пускай хоть и двойку ставят. Что хочу сказать, что современное поколение, вот что ли разбалованное, вот я не могу понять, как это вот объяснить по-другому. То есть лет 100 назад рождалось 10 детей, 5 из них умирало. Лет 80-70 назад, 5 лет тебе есть, ты уже идешь херачить с утра до ночи. Понятия какое-то либо вообще психология о каких-то вещах и в помине не было. Лет 30 назад, когда я был молодой, вот то, что рассказал сейчас парень, это было просто поголовно у всех, и у меня в том числе, и я не знаю другого человека, у кого бы так не было. Потому что школа сама по себе есть тотальное издевательство, это хуже дедовщины, это система, выстроенная на унижение, на подавление личности, на есть вот один учитель, который есть твой бог, и ты ему полностью подчиняешься. Это чисто армейская система. И, соответственно, да все практически себя так вели. Боялись поднять руку, боялись, что учитель заклюет, боялись, что ты что-то скажешь не то, значит, с тобой будет смеяться, а теперь это называется социофобия, теперь это называется как бы болезненный человек. Я вот категорически не согласен в том, что какое-то поколение пошло с жертв, то есть постоянное нытье, постоянно меня там додали, не додали. У меня к этому вопрос абсолютно здравый, то есть я к этому подхожу так, что, ребята, есть проблема, проблема вот здесь-то в теле. Снимаете зажатые импульсы, уходит из головы дурь, и больше вас не волнует мама, папа, школа, психотравмы, вы это просто все очищаете. А классическая, получается, психология говорит, ну иди туда, занырни, поплачь, поной, проанализируй, вспомни, закопайся в этом болоте. Вот это и рождает ментальность жертвы. А это одно из самых худших проявлений. Жертва есть отрава современного мира, потому что жертва равно инфантил, жертва равно безответственный человек, жертва это человек, который слабый и не собирается ничего менять в своей жизни. То есть это не помощь, а отрава. Ему 23 года. Он Вот, видели? Да, секунду. Вот видели вот здесь? Смотрите, я отмотаю еще раз. Смотрите на его вот где-то вот здесь на уровне подбородка и нижней губы. Сейчас вы кое-что тут увидите. ему 23 года. Он Вот так, вот бывший видите, вот как будто эта штука. Это называется невроз. Допустим, к неврозам относятся заикание. С заиканием борются все и понимают, что человек заикается, пытаются там ходить к логопеду и так далее. Помимо заикания есть нервный тик, когда, например, как-то вот так делают как-то. Еще есть неврозы, что человек, например, там вырывает себе какие-то там волосы на голове. Это все есть неврозы. Их дифференцируют и с ними как-то работают. Но есть вот такие вот неврозы, которые на жизнь, они не влияют, их как бы даже не замечают. И вот это вот движение, то есть сидит человек и как бы что-то сделал. То есть с чего вдруг? Почему вдруг? То есть, понимаете, человек это не хотел, он это не контролирует. Откуда это взялось? Это что, вы думаете, в голове просто вот такая вот мысль так сделать? Нет, это как раз-таки есть тот самый зажатый импульс. Причем я могу сказать точно, если он проработает уровень живота, уровень под ребрами, вот здесь диафрагму, область личности, у него эта штука исчезнет. Потому что это, по сути, представляете что? Это как бы его тело до такой степени набито этими импульсами, которые посылают в головной мозг сигналы, что его как бы аж коротит. И вот эта вот штука, которую он замутил, мои постоянные зрители уже знают, что это рефлекс плача. То есть, когда ребенок собирается заплакать, он делает так. Вот это то же самое, только в зачаточной форме. То есть это значит, что человек, ну, страдал в детстве, какая-то вот такая ситуация настолько была превышающая его нервное и психическое состояние, что оно ему как бы оставило шрам на ментальности. То есть прям вот на этой ткани, на вот этой прозрачной ткани, она прям оставила рубец уплотнения, так называемый мной зажим. И если вот эту ткань теперь на нее воздействовать, так как я учу, и снимать этот зажим, ты снимешь когда? То у человека начнется то, что я называю состояние аффекта. Его прорвет, как какая-то пробка, понимаешь, как состояние аффекта, как истерика. То есть он начнет
вот так вот делать. Он может бить руками, ногами, он может кричать «ненавижу», он может делать, и, блин, я чего только не видел в этом всем. Любое могут быть реакции. Я и работал и с детьми, и наоборот с такими людьми за 40. У каждого это проявляется по-своему, но если брать человека на проработку, то у каждого человека есть 1-2 аффекта. Когда ты их снимаешь, человека так прорывает, он как бы не в себе, он полностью в аффекте, все, он орет, плачет, рыдает, кричит, делает все, что угодно, он в это время себя как бы не помнит. То есть это как поток вот этого всего говна, эмоций, боли, которые он сдерживал годами, она из него выходит, и он такой после этого, такое ловит опустошение, у него тут же изменились глаза, у него тут же изменился голос, у него тут же поменялось все, ну как бы это другой человек. То есть это можно сравнить с тем, что человек был пьяный и протрезвел. Причем он был, получается, типа пьяный 40 лет, понимаешь? То есть он был как ребенок, как инфантил, он видел эту жизнь через призму боли. Он себе запрещал, у него было вот это вот стеснение, смущение, социофобия и так далее. И в моменте, когда вот это все ты снимаешь, прорывает, и все, и в голове другие мысли, и этот же самый человек уже начинает думать: ого, как я гнал. Они прям так и говорят, представляете? Типа, господи, что я делал вообще с собой, что я делал со своей жизнью. То есть это как мгновенное прозрение и типа раскаяние, я не знаю. То есть это вообще сразу же выход на другой уровень развития, осознанности, мудрости, потому что ты видишь жизнь уже не через призму этой боли и детства как бы покалеченного, а через призму вот здесь и сейчас взрослого человека. И это там, ну, фантастические просто изменения сразу во внешности, в лице, во всем, а уж в голове и тем более. Идемте дальше. Случайно зашел в ВК и увидел... Смотрите, то есть я ни в коем случае не осуждаю. Для человека это большой стресс. Фотогруппа, камера, все это вообще для него в новинку, поэтому он и не должен быть профессионалом, он не должен как актер профессиональный быть в кадре, это не должен. А вы подумайте просто о другом. Профессионалом он быть не должен, то есть как ведущий такой успешный, прям ба-ба-ба, нет. Но а что заставляет человека вот настолько как бы себя просто вот в панцирь, нет, что? Вот как бы, типа вот задумайтесь, вы просто все такие по умолчанию живете шаблонами и такие говорите: ну да, я стеснительный, или такой: да, я стесняюсь этого, я не могу сказать это. А как бы вы задумывались вот глубже туда, пробовали идти глубже? Вот как бы задуматься в саму суть. То есть что значит я не могу? То есть это ты, твоя жизнь, твое тело, ты хочешь, это в твоих интересах, и ты не можешь. То есть ты понимаешь, как вопрос нужно ставить? То есть это не ты. Нет человека, который враг себе. Каждый человек хочет быть счастливым, интересным, проявляться, быть классным, чтобы его уважали, чтобы его хотели. Каждый человек хочет быть этим. Но параллельно с этим, вот как бы есть ты как стержень, есть ты как сила. А есть так называемая система зажимов, надсмотрщик, то есть совокупность твоих запретов, ментальных блоков и физических зажимов. То есть это как внутри тебя отдельная личность. И получается, что есть личность, вот это вот Сергей, а есть как бы антисергей или зажимный Сергей. То есть это как бы противоположная личность. И они внутри руля, внутри штаба на себя перехватывают по очереди. То есть Сергей хочет, антисергей не хочет, потому что антисергей – это как раз совокупность того, что он пережил, всех неудач, всего говна, что случилось в его жизни. И он просто уже, как зашуганная собака, боится проявляться, чтобы не побили. То есть эти мысли в голову Сергея приходят уже в виде импульса того, что не стоит, не гони. И вот сейчас вот вы увидите, он не может 3 раза, 4 раза одно и то же не может сказать, аж сбивается. Так это потому, что в его голове сейчас происходит диалог, разговор, понимаете? То есть у нормального человека, как бы относительно хотя бы не сильно зажимного, у него в голове есть сомнения, но более-менее тихо. У беззажимного вообще практически тихо. А когда у сильно зажимного, я помню по себе, как это. То есть ты идешь, а в этот момент времени ты успеваешь подумать: ой, а что я сказал? Ой, а как на меня посмотрели? Ой, а я сейчас не это. Ой, ой, ой. Вот это вот бесконечное в голове. Ой, бесконечная неуверенность в каждом слове, бесконечное стеснение, краснение, вот это вот все, то есть вся эта совокупность реакций внутри тебя, вот это все просто поглотило тебя, и ты слышишь прям эти как бы голоса, эту неуверенность, ты с ней прям борешься, одновременно в голове вот идешь и борешься, и именно поэтому это со стороны выглядит так идиотски, потому что внутри тебя как бы происходит охренеть какая разогнанная машина, она разговаривает внутри, и тебе нужно успеть внутри с этим всем разобраться, а потом еще во внешнем мире, и поэтому ты во внешнем мире такой выглядишь так нелепо и тупо, потому что у тебя не тихо, а вот такое все зажато внутри, страшно, неуверенно, что люди подумают, понимаешь? В чем вот синус так называемой вообще социофобии, так называемой стеснительности, неуверенности и так далее?
в огромном количестве импульсов, зажимов, которые одновременно в твою голову посылают импульсы, сигналы. Ты не сможешь, ты не уверен, куда, что ты скажешь, молчи, лучше не надо. Одновременно сотни, тысячи. А каждый импульс, это каждый зажим, пережитая из детства травмическая ситуация. И вот ты ходишь просто, вот эта вот копилка этой всей боли пережитого говна. Вот и вся социофобия. Это я вам говорю, как происходит, по позиции, как оно есть. А в нашем мире, в современном, где все разделили, то социофобия и любые вот эти неуверенность, это не что иное, как просто психология, как просто некоторые мысли, как ты типа в голове своей гонишь, не разрешаешь. Да это как бы болезнь, это внутри нашего тела. Это нельзя убрать в без тела, потому что он контуженно идет, его внутри аж скомкивает. Это не в голове мысли. Мысль приходит уже в голову. У него это все здесь. Смотрите на него целиком. Первый раз смотрим сейчас, как он идет. Целиком смотрим на его движение, как он себя ведет. Смотрите. Я вообще-то зашел в ВК и случайно увидел... Я вообще случайно зашел... Блядь. Случайно зашел в ВК, сейчас. Понимаете? То есть человек не может просто даже сказать какие-то вещи. Поймите, осознайте просто этот факт. Что может быть проще, чем сказать какие-то вещи? И если ты их не можешь сказать, значит внутри тебя что-то прям сбивает, физически не дает это сделать. Понимаете, ребят? Теперь дальше смотрите. Смотрите вот в эту область. Что это такое? Мои опытные зрители уже знают. Для новичков буду сейчас объяснять. Смотрите. Случайно зашел. Объясняю. То есть вот это, где у него такая пустота и как бы съела это все, вот здесь, в этом месте должны быть челюсти. Челюсть сама по себе это мышцы. Мышцы и, естественно, фасция. Вот она. Вот, стандартно. Мышцы и фасция. Даже если мы уберем вот фасцию, чтобы было лучше видно. Вот, видите, это мышцы. Это просто обычные мышцы. Теперь дальше объясняю. В ответ на любую агрессию, на любой сильный страх и незащищенность, человек хочет защищаться, потому что хочет выживать. Рефлекс страха и защиты происходит примерно так. Сжать кулаки и сжать вот здесь вот челюсти. И когда это происходит долгое время, то сначала челюсти из мягкого состояния переходят в состояние каменного, просто вот как будто два котельца. У большинства из вас происходит именно так. Они просто каменные, вы даже не понимаете, вы как бы, ну, у вас просто нет такого опыта и понимания, и поэтому вы даже не замечаете, что они у вас ужасно каменные. А после этого, когда уже стадия еще дальше заходит в плане вот этих зажимов, то там, где было напряжение и камень, оно превращается в выжигание как бы. То есть ткань, когда долго напряжена, там начинает ломаться все. Обмен веществ, кровообращение, все-все-все. И вот наша мягкая эластичная мышца, она заменяется как бы на соединительную ткань и сгорает как бы. То есть визуально это выглядит именно так, как у этого парня. То есть у него отсутствуют челюсти, они у него сгорели. По той причине, что он как раз-таки долго жил в этом состоянии. Вот ему, не знаю, 23 года. Вот уже 23 года он живет в состоянии зажатой челюсти. То есть это вопросы есть огромные в плане того системы воспитания, которые к нему применяли. То есть видно, что это творческий, тонкокожий человек, умный человек и так далее. К нему подходили просто, я уверен, как к обычному просто вот, ну, простолюдину просто вот на тебе. Да похрен, не кричи, не ори, вот в садик пошел, там в школу пошел, чувства мне твои не важны, все это не важно, нам нужно выживать, нам нужно работать. Примерно такая просто к нему было примерно такое отношение, но не все мы одинаковые, и есть люди, у которых высокочувствительность сильно выше. Это означает то, что получается, если взять одного человека, стандартного Ваню, то у Вани обычная чувствительность, то есть боль, радость. А если взять, например, другого Сережу, высокочувствительного, то у него вот эта же самая боль, вот это же самое движение ощущается внутри как x10, то есть в 10 раз больше. Все, перепад амплитуды чувств в 10 раз больше. Это люди, которые будут открывать новое в искусстве. Это будет новое в науке, новое в кинематографе, новое во всем. И им для того, чтобы быть гениальными и чтобы смотреть вглубь, чтобы идти дальше, быть дальше, чем обычные люди, им дал Творец, Бог, Творец, не знаю, природа, как угодно, эволюция, она дала им вот этот навык чувствовать мир остро. Но он чувствует и гениальные вещи, и искусство, и так далее остро. И обычную жизнь, наши обычные чувства он чувствует точно так же остро. И получается, что те ситуации, которые обычного человека травмируют, но в меру, такого могут просто довести вот до такого плачевного состояния, сожрать ему просто челюсти, а это не просто съели челюсти, это еще смотрите, к чему это приводит дальше. Вот у человека есть нервная система. И вы видите, что на месте вот этих вот проводков и фасции, вот она здесь,
то есть где челюсти, проходят крупные провода. И когда эти провода пережимаются зажатыми тканями, они просто ломают по пути все. По пути, вот у нас есть как блуждающий нерв, это такая штука, которая идет от головного мозга, и она идет, подключается через все тело, подключается к легким, подключается к сердцу, к желудку и так далее. И вот когда этот кабель пережимается вот здесь, то получается дальше идет сбой всего, всей системы внутри нас, ритма сердца, дыхания, желудка и так далее. И вот медицина начинает это называть. Вот этот сбой, это называется вегетососудистая дистония, вот это проблемы с желудком, она называется гастрит. И получается вот так вот все просто разделили на кабинеты, на специалистов и не понимают, как вообще это произошло вместе. И даже есть в психологии, например, есть такое направление, как психосоматика, которая как бы говорит, что наши болезни от ума, то есть типа мы как-то не так думаем, какие-то у нас есть обиды, и поэтому мы болеем. Но не все так. А видите, как оно вообще по-другому? И не психосоматика, и не физическое здоровье, а где-то, наоборот, посередине этого и чуть-чуть выше. То есть формально наша нервная система, наши чувства создают зажимы, зажимы пережимают, и дальше эти зажимы уже в будущем управляют твоим поведением и твоими поломками. То есть это высшая психосоматика, если можно так сказать. То есть это настоящий истинный расклад того, как работает человек. А мы, получается, живем в таком мире, в котором вообще думают, что болезни отдельно, психика отдельно. То есть вообще даже эти вещи не соединены. А где они думают, что соединены, то они думают, что, ну вот, перестань просто думать плохо, типа, думай позитивно. Если ты тревожный, ну не тревожься, думай о хорошем, медитируй. Да как думать, ё-моё, о хорошем, если замкнула? Если, понимаете, если, вот давай у тебя будет болеть зуб, а я тебе буду говорить, ну думай о хорошем, что ты этот зуб, ну болит и болит, думай о хорошем, помедитируй. Тебе это поможет, тебе это не поможет, потому что твой зуб болит от того, что нервный импульс прям подает сигналы, болит, 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 коротит, коротит, коротит. А чем тревожность отличается от этой ситуации с зубом? Абсолютно ничем, это одно и то же. Там просто душевная травма, импульс, страх, коротит, коротит, коротит. А тут как бы разрушенный зуб, но принцип один и тот же. Боль физическая и психическая работает по одному правилу. И игнорировать этот факт – это просто детский сад. Мы находимся в каком-то абсолютно сюрреалистичном мире, в котором куча всего. Вот она медицина, вот они университеты, вот они все. А получается, ни хрена никто не понимает. И даже не слышат. И все потому, что вот это вот такая консервативная, медленная наука, медленное вот это все образование. Они к этому придут через 50 лет, когда ты уже постареешь и умрешь. Поэтому ты слушай сейчас в голове, сейчас будь на передовой этих знаний. Понимай, что тебе говорят вот бесплатно. У тебя дар, тебе повезло жить в то время, когда Александр Российский говорит по-русски. Потому что ты только подумай, что другие все нации, все в мире люди не могут. У меня есть люди из Пакистана, которые переводят мои ролики. Вы понимаете, насколько как бы... Ну, то есть это настолько аналогов этого всему нет. Этого нету ни в одном языке больше мира. Только у русских, у русскоязычных людей есть такая возможность. Нам фартануло, нам передали эти знания, а вы сидите, щелкаете. Что может быть важнее этого всего, о чем я сейчас говорю? Ну, давайте еще чуть-чуть буквально посмотрим еще один фрагмент, и все, и закончим этот ролик. А если вам сильно понравится, мы продолжим. Но мне нужна будет мощная обратная связь, мощная. То есть не так, что типа посмотрели 3 человека, нахрен закрою, не будет больше тогда таких роликов, исходя из живых людей, из живых примеров. То есть мне надо, чтобы этот ролик набрал так, как набирают мои топовые видео на канале, тогда я буду продолжать это все с удовольствием и так далее. Нет, уйду на другую тематику. Поехали. Не слишком могу уверенно общаться, если делаю это на публике, если делаю это при камерах. Там пытался вспомнить. Ну, то есть вы видели? Вот вы видели? Я уже думаю, что вы начинаете, ребят, понимать это все. Наблюдайте за ртом. То есть вот посмотрите вообще, он у него еле открывается. У него настолько тут как бы все напряжено и сковано, вот так вот как будто. То есть он, я вот как бы вот так вот так вот. То есть у него вот так все напряжено, он не может рот открыть, он не может. У него все вот это все сковало уже. Посмотрите внимательно. Общаться, если делаю это на публике, если делаю это при камерах. И человек не может улыбнуться, он хочет. Он внутри себя не такой, как он снаружи. Он внутри себя думает и чувствует себя веселым, классным, интересным парнем, который он есть.
но он не может это выразить вовне. То есть даже я так предполагаю, что он внутри со своими ребятами, со своими людьми, которых знает много лет, он совершенно другой. Но когда дело касается новых людей, он не может, его вот это все запрещает, сковывает. Вот эта улыбка, он вот так вот, и все это такое видно, что нагромождение, что человек прям себе не может позволить ничего, никакой шаг. То есть ему прям он вот скован в каждую секунду. У него рот, у него зубы, видите, посмотрите, что стало с зубами. Посмотрите просто, как они, ну просто этажами, как смогли, так и выросли. Вы понимаете вообще, кто-то задумывался от того, что такое кривые зубы, почему они происходят, что это вообще, от чего люди носят эти скобки, почему, что творец прогнал, бракованные зубы или что, почему, вот как вы думаете? А разгадка элементарна, то есть где у нас находятся зубы? Вот, ну просто, это же так логично. Я не понимаю, почему мне об этом нужно говорить людям. Где они находятся? Они находятся, растут из десен. Что такое десна? Это такая же ткань, как любая другая ткань. И то есть получается, если десна напряжена, вот так она превращается в камень, то зуб, который хочет расти, он не может прорасти. Он не может, потому что там должно быть мягко и податливо, а в итоге из этой всей психоболи, психотравм, зажимов, там бетон. И он пытается найти, как знаете, как росток из-под асфальта, любую щель, любую трещину, чтобы выйти. И он уходит туда, в сторону. И начинается смещение, потому что он уже встал на другое место другого зуба. Тот зуб в другую сторону. И вот так друг друга они начинают это все переходить, переезжать. Вы просто посмотрите на мои зубы, какие они у меня были до этого, когда я еще зажимы не снимал. Это вообще были ужасные, то есть ужасные зубы. И теперь смотрите, какой у меня сейчас. То есть они ровные стали. Я никогда ни скобок, ничего не носил. Никаких этих, я даже не знаю, как это делается, как это работает. Это абсурд. Потому что если вы подумаете, то все эти скобки, что они делают? Вот что делают эти скобки? Они все так же тянут твои зубы и ставят на место. Они просто делают перетягивание зажима, только медленно. А мы можем напрямую туда вот так бах и убрать. Нету такой проблемы, которая бы работала по другим правилам, нежели то, что, о чем я вам говорю. Потому что это универсальное решение из-за того, что мы и есть это тело. И оно работает, вот эта пленка, это по сути и есть самое главное, что есть у человека. Есть мозг, есть сердце и есть фасция. Эти действительно, это как бы три столпа, три слона, на которых стоит человек. И если с мозгом и с сердцем люди понимают их важность, что это прям реально самое важное, да, там, опа, что-то с мозгом произошло, инсульт, смертельное заболевание, плохо, умер человек. И все понимают, что это очень важно. То про эту фасцию даже никто вообще не слышал. А мы состоим из фасции. То есть каждый наш орган, сосудик, мышца, все это и есть фасция. И эта фасция реагирует на любые происшествия, события в окружающем мире на уровне рефлекса, на уровне зажатых импульсов. И то есть понимаете, что куда ни посмотри, любая ситуация с телом, с психикой, совсем-совсем, это что-то поломка вот в этой фасции. И то есть когда ты умеешь, просто понимаешь этот подход, и когда ты понимаешь, как непосредственно взаимодействовать с этой фасцией, потому что с ней еще нужно уметь взаимодействовать, то есть для этого я тоже там открыл специальные инструменты, техники и так далее. Когда ты это все делаешь, то ты становишься автомехаником себя. Ты чинишь все то, что раньше от чего страдал, ты это просто в состоянии вот так вот убрать. Ты себя отмываешь от этого всего, от всех тех зажимов, психотравм, от того всего бреда, который ты накопил за 20-30 лет без всяких психологов, без разговоров. Абсолютно другой подход к человеку, к человеческой психике, к телу. Поэтому моя концепция называется «Другой взгляд на человека». То есть по-другому, другой взгляд на человека. И на этом канале уже более сотни роликов, которых нету нигде, вообще ни в одном другом канале, даже англоязычном, ни в чем. Потому что я это создал. Я создал эту концепцию. У меня есть книга «Другой взгляд на человека», которую я написал, посвященная целиком вот этим знаниям. Там еще более глубоко интересно все то, что, о чем я здесь говорю. И еще мною создан непосредственно для новичков мини-курс, специально трехчасовой мини-курс, в котором ты можешь сначала первое занятие, ты все просто на практике по порядку вот так вот все понял. Просто понял, что с тобой происходило, что, где, как это работает. Не так, как здесь хаотично, бам-бам-бам-бам, а прям вот как бы, знаете, как от А до Я. Вторым занятием ты прям на практике зону живота, зону личности, области личности ты прорабатываешь прям, как я показываю. Тут же прорабатываешь вот в точности, что я говорю, и получаешь в голове тут же изменения, в теле изменения мгновенно. Это всего лишь, от общего эффекта снятия зажимов, это там 3-4%.
Но это очень сильно здесь и сейчас ощущается. И ты уже на основании этого начинаешь понимать, ни хрена себе, ого, вот это вот я такого никогда не видел, вот это я хочу. И понимаешь, что это твое, это работает для тебя, получаешь ответы там на вопросы, и дальше уже, если хочешь, идешь снимать все тело, от начала до конца на создатель, где я даю просто все зоны человеческого тела, все зажимы, как что связано. Это как, знаете, прям как сериал на Netflix, там 25 серий, и каждая серия, серия за серией. В итоге в результате с вами происходят вот такие же изменения, как у этого бесконечного количества людей, которые уже этим воспользовались. Вы просто посмотрите вот лица, глаза, это же все меняется в этих людях, это же разные как бы люди, а это одни и те же люди, представляете? И разница между ними не годы, а 2 недели, 3 недели, месяц максимум. То есть понимаете просто степень, с какой человек может измениться, если правильно просто найти к нему подход и работать не так, как вот консервативно отстало, а другой взгляд на человека, инновационно, по-другому. Не через голову нудистикой, разговорами, не через какие-то таблетки, убивая себя, а то, что тебе дал Творец, твои же руки. И с твоими, по законам Творца, где все гениальное просто. Вас просто запутали. Вас запутали, вы настолько запутаны, что вы даже не верите и думаете, да ну не может же быть так все просто. Ну это, во-первых, не совсем так уж просто, а нужно понимать эту взаимосвязь. Это просто когда тебе открыли. Любой там яблоко упало, Ньютон, о да, сила притяжения, просто. А когда ты это изначально открываешь, это не просто, это как, знаете, ну, откровение какое-то божественное. То есть ты когда это все понял, всю эту систему, никто же не догадался другой, не догадался. Это не про то, что я в грудь бью, гением себя погоняю. Это про то, что провели, через меня это знание провели для людей. Это все не случайно. Я был такой же, как все, абсолютно человек зажатый, и просто у меня были определенные качества против системы, желание себя отмыть, желание мир изменить. И вот, пожалуйста, держите, ребят. И посмотрите, каким я был пареньком, вот таким же зажатым, как он. Можно сказать, тоже социофобия, все вот эти вот дела. И посмотрите сейчас, какой человек. Есть хоть что-то общего среди этих людей между мной старым и мной новым? И если бы вы мне бы сказали когда-то, 10-15 лет назад, что я там что-то буду жить такой жизнью, что у меня будет вот все, что я имею, буду работать со звездами, книги, у меня будет издательство, все эти вещи, я бы просто бы сказал, вы дебил. Ну, потому что это нереально было вообще абсолютно. Это то же самое, что я, допустим, ты сейчас просто любишь воображать перед зеркалом, а я буду тебе говорить, слушай, да ты вот через 10 лет будешь в Голливуде сниматься в фильме. Ну, ты же не поверишь в это невозможно. Ну, вот точно так же, чтобы я буду перед камерой сидеть, записывать какие-то видео, у меня будут книги, у меня будет вот это все. Это было невозможно даже представить, потому что в 9 классе я их посылал всех нахер. Я говорил, не дай бог, кто-то вообще меня сфотографирует, и нет у меня на этой винетке или ранетке, как она называется, когда вот эта вот фотография класса. Хер там меня нету, потому что я был настолько агрессивный. Ты попробуй меня сфоткать, я тебе бы по лицу бы дал сразу же. Драться бы лез. А теперь я на камере снимаю. То есть понимаете, насколько перепрошивается, личность меняется, насколько все меняется, все, что ты считаешь сегодня тобой, на самом деле это не ты, а то, что с тобой случилось. Это твое как бы приспособление в этом мире. Это как бы тот путь, который ты прошел, плюсами и минусами, но больше всего минусов, потому что какая-то дрессировка социальная, вот эта вся неуверенность, рабство вот это ментальное, что ты человек маленький, что все за тебя решают, они, а ты вот тут, делу время потехи час, и все это говно внутри тебя. И ты удивляешься, почему мне так плохо жить, почему у меня не получается быть счастливым. Да потому что все происходит, что в тебе не есть ты. Ты даже не знаешь, какой есть ты даже не знаешь свои предпочтения ни в чем. Это просто так с тобой произошло. Ты просто родился на этой улице, встретил этих людей, начал слушать эту музыку, потому что вокруг слушали эту музыку. Короче, ты не выбирал в этой жизни ничего, ни друзей, ничего. Это все с тобой случилось просто. Ты не знаешь, что такое быть собой по-настоящему и какой ты. А если бы познакомился, если бы тебе хоть форточку бы приоткрыли, ты бы охренел. Поэтому для тебя эту форточку закрыли, чтобы ты даже не нервировался лишний раз. Просто попробуй, вот выложу вот эту вот ссылочку, перейди в мою телеграм-группу, и там наверху изменить жизнь. Вот просто попробуй, пройди это все, и потом мы с тобой поговорим. Ты, когда это все снимешь, ты меня начнешь гораздо лучше понимать, потому что ты не ожидаешь, что так может быстро и сильно все меняться, и так это все может быстро перезаписываться. Хорошо, друзья, договорились, в общем, с вами. Если вы поддерживаете этот ролик активно, мне много комментариев, и не просто типа, о, классно, класс, хочу еще.
Напиши мне что-то, поговорим давай, подискутируем, задай вопросы, поддержи развернуто, там, в пару строчек хотя бы. Напиши это все. Если таких будет много, YouTube увидит, заметит, начнет двигать. Если начнет двигать, то тогда будет еще ролик такой круче я вам сделаю, еще круче. Этого же паренька дальше начнем так разбирать. Я только что там минуту разобрал из 23. Представляете, сколько там еще кладезей, сколько там ценного всего. И это все зависит от вас. Привыкайте хоть к чему-то брать ответственность. Хотите – делайте. Будьте здоровы, берегите себя. Пока.